Как выбрать игрушку? Если вдруг вы думаете, что можно просто прийти в магазин игрушек и по бюджету и возрастному цензу на упаковке игрушки подобрать для своего ребенка или в подарок игрушку, то это видео для вас. Я сейчас расскажу 5 критериев, благодаря которым вы сможете найти лучшую игрушку для своего ребенка. Итак, первое, это, конечно же, безопасность. Игрушка должна быть из нетоксичных материалов, ее должно быть можно брать в рот, она не должна содержать мелких деталей, которые могут быть также опасными, попасть в дыхательные пути, ребенок может их проглотить и так далее. То есть нужно убедиться в том, что от игрушки ничего не отваливается, и то, что материалы, из которых она изготовлена, созданы для того, чтобы оказаться в руках ребенка. Второй, очень важный пункт. Игрушка должна соответствовать задачам возраста. Если ребенок учится сейчас ползти, то не надо ему давать игрушку, какой-нибудь игровой центр стационарный, возле которого ребенок будет вертикализироваться, вставать. Нам и нужна игрушка, которая будет катиться или которую можно будет катать, вместе с которой ребенок будет ползти и играть. Третий очень важный пункт. Игрушка должна быть интересной ребенку. Она может быть самой полезной, самой экологичной, самой лучшей, по моему мнению, как эксперта, но просто не нравится ребенку. И он имеет право. Поэтому в идеале ходить в детский магазин, конечно, с ребенком и предлагать. Если ребенок тянет ручки, как минимум, да, заинтересовался, то можно брать эту игрушку. А если нет, то нет. Четвертый пункт. Пожалуйста, не берите игрушки сенсорные бомбы, когда она и весится, и прикрепляется, и за что-то цепляется, у нее и шуршит, и блестит. Там все цвета, которые существуют на свете, собраны в этой игрушке. В ней есть зеркало, черно-белая картинка, куча цветов, шуршалка, пищалка, гремелка, что-то пересыпается, при этом она поет на 38 языках. Не нужна такая игрушка ребенку. Разделите, пусть игрушка будет простой, легкой, помещающейся в руки, которую можно будет обсасывать, и чтобы она была полезна, а не закрывала потребности во всех игрушках одновременно одним предметом. Последний, пятый пункт, который я выделила, это игрушки должны быть разными. Очень часто бывает, что ребенку, например, нравится конструктор, и родители скупают все возможные вариации конструкторов, и ребенок прокачивает один и тот же навык, играя практически в одну и ту же игру. Скупайте разные игрушки. Когда смотрите на игрушку, представьте, что вы ребенок, что вы будете с ней делать, как ребенок будет с ней играть, и вспомните те игрушки, которые есть у вас дома. Их не должно быть гигантское, нескончаемое обилие. Они должны закрывать разные задачи, развивать что-то разное и нравиться ребенку. Следуйте этим советам и расскажите о том, может быть, у вас тоже есть какие-то лайфхаки, как вы выбираете игрушки.